мышечного тонуса и так далее. Высокий холестерин. Основные причины повышенного холестерина: нерациональное питание, злоупотребление спиртными напитками, сахарный диабет второго типа, сидячий образ жизни, заболевания печени, поджелудочной железы, хронические болезни — это гломерулонефрит, нефроптоз, почечная недостаточность, эндокринные заболевания, гипофункция щитовидной железы, гиперфункция надпочечников, нарушение обмена веществ, длительный прием кортикостероидов при аутоиммунных заболеваниях, недостаточное питание или переедание, повышенное содержание в питании глюкозы, гипофункция щитовидной железы, об этом говорил. И это все может привести к развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, закупорки артерий, стенокардии. Также высокий холестерин может проявляться у человека как сжимающие боли в сердце, холестериновые отложения под кожей, появление липом, жировиков, сильные боли в ногах даже при незначительной нагрузке и так далее. Как нужно справляться с высоким холестерином и почему я о нем начал говорить? Дело в том, что очень часто именно высокий холестерин и приводит человека к тому, что у него появляется желчекаменная болезнь, так как выкристаллизация холестерина приводит к появлению желчных камней. В дальнейшем это является существенной проблемой. Для того, чтобы холестерин не повышался, необходимо знать принципы высокого холестерина. Есть даже исследования, где были выбраны две группы пациентов. Первая группа принимала питание с высоким холестерином, первая группа принимала питание с ограниченным содержанием жиров, вторая группа принимала или использовала питание с повышенным содержанием жиров, но данные исследования показали, что в большинстве своем, к сожалению, питание недостаточно активно влияет на содержание холестерина в крови. Но при применении определенных препаратов, таких как магний, таких как седативные препараты, снотворные препараты, оказалось, что холестерин в этом случае снижается. По моему мнению, у холестерина есть только три столпа. То есть, если вы болеете сейчас атеросклерозом, если вы болеете сейчас или принимаете там препараты никотиновой кислоты, статины, там фибраты или солифибриновой кислоты, там ингибиторы абсорбции холестерина и так далее. То есть вы должны знать, что данные препараты, конечно же, снизят вам холестерин, но вы должны знать, что существуют гораздо быстрые методы снижения холестерина. Первый метод — это понимание того, почему холестерин появляется. Итак, есть исследования, которые говорят о том, что выделение адреналина в дальнейшем через несколько часов провоцирует повышенное количество холестерина. Второе. Недосыпание приводит к появлению холестерина. Третье. Кислородная недостаточность приводит к появлению повышенного холестерина. Четвертое. Низкая физическая активность. Именно поэтому у людей, у которых повышен холестерин, необходимо знать, что физическая активность, активное дыхание может заметно улучшить общее состояние организма, чем прием препаратов, статинов, там,